Закладений ніс? Хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Я сам не ожидал такой резкой критики Путина. Готов ли Трамп реализовать свои угрозы в случае, если шантаж не сработает? Элементы его подхода к миру требуют настоящих уступок и с Украиной, и с Россией. Это, на мой взгляд, причина для встречи между американским президентом і російським диктатором. Друзі, сьогодні тут у Вашингтоні випала нагода поспілкуватися з колишнім надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст поруч зі мною. Пане посол, мої вітання і дякую за ваш час. Дякую. Спасибо вам за то, что мы смогли начать наш разговор на украинском, но все-таки дальше вынуждены перейти на русский. Ваш опыт и экспертиза в американской политике и в украинском контексте точно нам помогут разобраться более подробно, чего же ожидать Украине, потому что это вопрос, который больше всего нас, естественно, сейчас интересует. Итак, 100 дней, которых якобы Дональд Трамп дал Кита Келлогу для того, чтобы закончить войну в Украине. На ваш взгляд, это звучит реалистично? На мой взгляд, если президент Трамп ведет сильную и мудрую политику, он может достичь мира в Украине. Или лучше сказать, он может принудить Путину прекратить свою агрессию в Украине. Принудить как? Сейчас мы видим экономический трек. Трамп всячески угрожает мало ли не уничтожить экономику России в случае, если Путин не пойдет на компромисс. Как вы считаете, может ли это действительно остановить Путина? И готов ли Трамп реализовать свои угрозы в случае, если шантаж не сработает? На мой взгляд, это сильные шаги Трампа. Но Трамп сейчас имеет цель достичь урегулирования этого конфликта в течение 6 месяцев. И я не уверен в том, что только экономические шаги, даже сильные экономические шаги, могут убедить Путина в нужде прекратить свою агрессию. Мы знаем, что экономия России в трудном состоянии. И это может стать катастрофой, это состояние. И многие экономисты так и считают. Но никто не может говорить с уверенностью, что такой катастрофы мы увидим, скажем, в течение этого года. И если у Трампа есть опять цель прекратить эту войну в 6 месяцев, наверное, экономические шаги недостаточны для этой цели. Какие тогда еще шаги остаются? Но дело в том, что Путин хочет взять еще украинскую территорию, и Путин хочет принудить украинские войска выйти из России, из Курской области. И он не хочет начинать переговоры до этого. И тоже он не хочет вести переговоры на уровне идеи Трампа. Потому что эти идеи включают настоящие ограничения на российскую агрессию в Украине. Поэтому он хотел бы, во-первых, изменить условия Трампа, и он хочет взять еще территорию. И только когда Путин понимает, что он не может взять еще территорию, пойдет ли он на настоящие переговоры. И поэтому нужно помочь Украине остановить еще русские территориальные продвижения. Да, продвижения, точно.
То есть в любом случае все вернется к тому, с чего и началось, что в первую очередь нам нужна американская военная поддержка, помощь для того, чтобы остановить российскую армию на нашей территории. Потому что, естественно, пока что, к сожалению, мы видим, как вы правильно сказали, продвижение российской армии. Я так и понимаю. И я, конечно, очень долго смотрю на этот вопрос. Но пока мы не видим такое понимание со стороны команды Трампа. Но то, что мы не видим, это не значит, что они не думают об этом. И, наверное, они потом сделают те же выводы. Когда? Мы посмотрим. Но мы сейчас увидели как раз подобную публикацию в одном из американских изданий. Там как раз и говорят о том, что в украинских высоких кабинетах, грубо говоря, понимают, что все усилия Трампа и принуждение к миру путем экономического давления не сработают, и рано или поздно Трамп будет разочарован в недоговороспособности Путина, и все равно придет к тому, что нужно поддерживать Украину, давать больше помощи военной, чтобы мы могли остановить и победить Россию на поле боя. Но тут еще вопрос заключается в том, сколько времени, как вы считаете, может понадобиться новой администрации для осознания вот этой реальности? Если они намерены добиться своей цели в течение полгода, то мы увидим такое понимание раньше. Может быть, не сегодня, но может быть через месяца два. Но это не единственный выход из этой ситуации. Они могут просто бросить такой проект, хотя я этого не ожидаю. Думаю, что это не только было бы геополитическая ошибка для Трампа, и, конечно, не только катастрофа для Украины, но тоже для американских интересов в Европе. Но мы просто посмотрим, что я могу сказать. Но Трамп и его команда надеются, он может добиться Нобелевской премии, если он может по-настоящему урегулировать этот конфликт. И они понимают, что тоже, что если его дипломатия достигнет договора, который Россия может потом нарушить и взять Украину под контроль, что это было бы его, это было бы громадным поражением для Трампа. Но, с другой стороны, вот сейчас здесь, находясь в Вашингтоне, к сожалению, я вынуждена отметить, что американцев, не то чтобы сильно волнует украинская война, ее окончание. Вот общаясь с разными людьми, даже вот просто опрашивая людей на улице, я понимаю, что американцы больше сейчас, естественно, заинтересованы в решении внутренних проблем. И вы говорите о том, что в какой-то момент, если Трампу не удастся принудить Путина к миру, он мог бы отказаться вообще от решения украинского вопроса. Как это будет воспринято здесь? Он мог бы, и я не исключаю эту возможность, но я тоже этой возможности не ожидаю. Потому что Трамп сказал, что он может урегулировать эту войну, и он так и неоднократно выступал. И все ожидают это от него. И это будет ясно, что если он старается отказаться от такой цели, что он сам не мог достичь. И это он не может одобрить такой результат, если он хочет быть одним из самых сильных и лучших американских президентов. Да, я понимаю. Но вот все же для американского выборца, точнее для выборца Трампа, насколько важно будет решение Трампом российско-украинской войны? Многие разные люди
разных пониманий, разных симпатий голосовали за Трампа. И есть, конечно, те, которые не считали украинскую защиту Украины, поражение путиновской агрессии важной целью. Но есть и другие, я сказал бы, традиционные республиканцы, которые понимают, что Россия сама угрожает американским интересам. И нужно помнить, это новое. Только несколько недель тому назад впервые Трамп сказал, что Россия – это противник Америки. И разве он хочет дать противнику Америки громадную победу? Но теперь, что касается российской стороны и того, как там воспринимают изменения в американской политике, приход Дональда Трампа к власти, вот он назначил Кита Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России. И вот мы с этого начали, что как раз перед Келлогом будут стоять важные задачи в достижении этой цели. Мне приходилось слышать, что россияне не сильно серьезно, если можно так выразиться, воспринимают Кита Келлога. И даже исходя из тона российской пропаганды, мы можем тоже прийти к такому выводу. Как вы считаете, какой у него действительно есть, какие у него есть возможности и потенциал инструментов воздействовать на русских? Мне кажется, что Кремль хотел видеть Трампа президентом новым. И они ожидали от него какого-то улучшения в наших отношениях с Россией. И они ожидали, как часть этого улучшения, меньше поддержки Америки для Украины. Но, на мой взгляд, это ожидание было фальшивое, неправильное. Если мы рассматриваем политику Трампа в отношении этой войны в последние 10-12 месяцев, мы видим, что иногда он критиковал и даже страшно критиковал Украину и Зеленского. Но в то же самое время он дал добро спикеру Джонсону предоставить этот последний пакет помощи для Украины в апреле. И в то время он заявил, что пережитие Украины важно для Америки. Он сказал, точно важнее для Европы, но все-таки важно для Америки. И мы знаем, что другие голоса его команды так и не выступали. Они были против даже того пакета помощи, несмотря на позицию Трампа. И только, я не знаю, 6 недель тому назад примерно, Трамп сказал, что он не готов оставить Украину, дать Украину России. И опять мы знаем, что элементы его подхода к миру требуют настоящих уступок и с Украиной, и с Россией. Какие это могут быть уступки? Точнее, как это может выглядеть в американских глазах? Я вижу 4 элемента в его подходе. И это я ссылаюсь на разные заявления или разные статьи, которые цитируют людей, которые работают у Трампа по поводу внешней политики. И 2 элемента, которые требуют уступок от Киева. Во-первых, концепт территориальный компромисс. Да? Что хоть де-факто
Россия может оккупировать украинскую территорию, и Украина не может военным способом вернуть эту территорию себе. Это первый элемент компромисса для Зеленского. Второй элемент – речь не может идти о вступлении Украины в НАТО хоть на 20 лет. Но для России тоже есть требования. Первое требование – это чтобы предотвратить российскую агрессию в будущем, Запад посылает Украине передовую военную технику. Это первый кремлевский уступок. Второй, чтобы предотвратить еще российскую агрессию, будет зона между российскими и украинскими войсками. В этой зоне будут европейские солдаты, которые, можно сказать, являются проблемой для будущей русской агрессии. И мы знаем, что не только российские обозреватели, но тоже российские официальные лица, как, например, Лавров, страшно критиковали эти элементы. И Зеленский, на мой взгляд, очень мудро сказал, что он готов хоть на территориальные уступки, но он тоже связал это с членством в НАТО. Но все-таки он показал настоящую готовность на компромисс. И Россия нет. Поэтому это очень интересная ситуация. Да, и в этом вся сложность. Вы говорите о том, что уступки, которые команда Трампа может ожидать от Кремля, это, по сути, соглашение с тем, что в Украину заходит миротворческий иностранный контингент и поставление передового оружия. Да. Но как раз вот эти два пункта – это то, что унеможливить, скажу на украинском, дальнейшую российскую агрессию. А Путин, он же не отказывается от желания контролировать всю Украину. Точно. Ему не нужны руины Донбасса или юга Украины. Да, я согласен с вами. И поэтому как нам прийти к тому, чтобы Путин принял эти уступки? Принял эти условия? Вот почему Трамп начинает и сильно говорит о нажиме на Кремль. Да? На прошлой неделе, мне кажется, первый раз в своей жизни Трамп раскритиковал Путина и Россию. Он сказал, я люблю российский народ, и их экономия ужасна, и я могу им помочь прекратить эту войну. Это настоящий нажим. Вы видели, как Соловьев и другие обозреватели реагировали на заявление Трампа. Это новое, потому что сейчас Трамп видит, что проблема это не Украина, это не Зеленский, проблема это сам Путин. Путин ожидает встречи с Трампом, как и Трамп не скрывает своего желания встретиться с российским диктатором. По вашему мнению, что нужна ли действительно эта встреча и что она должна принести? Потому что, вот, например, сейчас критикует Байдена за его встречу с Путиным, которая происходила в Женеве. Это называют слабостью американского президента, бывшего уже. Но не будет ли это слабостью сейчас со стороны Трампа уже встречаться? Проблема или слабость не встречи с Путиным. Проблема и слабость – это политика Америки, которую президент передает Путину. Я критиковал администрацию Байдена не за то, что он встретился с Путиным в Женеве. Я критиковал его за то, что он не вел сильную политику, даже во время встречи с Путиным.
но тоже до встречи и после встречи. Поэтому, если Путин и Трамп встречаются, и Трамп показывает ту же силу, которую он показал на прошлой неделе, на мой взгляд, это хорошо. Но есть ли риск того, что Путин получит желаемое, возобновится коммуникация, диалог на наивысшем уровне между США и Россией, но в это же время мы не увидим реальной готовности к компромиссу, и это будет только забалтывание процесса, в то время как российские войска будут продолжать наступать в Украине? Я понимаю такую озабоченность, но я вижу американская политика при Трампе, которая развивается. Я сам не ожидал заявление Трампа от прошлой недели. Такое я не ожидал такой резкой критики Путина. Но, конечно, я одобрил это, я приветствовал это. Значит, что Трамп сейчас разбирается в проблеме. И, на мой взгляд, такая встреча может продолжаться, такое развитие его понимания и его подхода к этому кризису. Если он не может переубедить Путина прекратить агрессию в этой встрече, то, наверное, он начинает думать о еще инструментах, которые он может употребить, так и убедить Путина в том, что нужно. По поводу теперь контактов с украинскими властями, мы видим, что сейчас в Вашингтоне находится Давид Арахамия. Это руководитель президентской Я фракции знаком с ним. в парламенте. Ага. И даже издание The Independent писало о том, что Арахамия присутствовал. Давайте мы сейчас обойдем это. И, значит, Independent писал о том, что Арахамия присутствовал в Капитолии во время инаугурации Дональда Трампа на почетном месте. И это четкий сигнал того, что контакты между украинской администрацией и американской, они развиваются. И это хороший знак для Украины. Считаете ли вы так? И стоит ли нам действительно в ближайшее время ожидать уже непосредственно встречи Трампа и Зеленского? То, что он был здесь на церемонии Арахамия, это хороший знак. Ничего не обеспечивает, но все-таки хороший знак. Пока Трамп не говорит о встрече с Зеленским, но будет, наверное, такая встреча в этом процессе дипломатии, в процессе переговоров. Но, конечно, Трамп хоть 2 раза в последние 4 месяца встречался с Зеленским, и он больше 4 года не встречался с Путиным. И опять, то, что проблемой является Путиным, это, на мой взгляд, причина для встречи между американским президентом и российским диктатором. Ну, то есть, получается, Трамп заявляет о том, что Украина готова к подписанию мирного соглашения. Проблема в России. Он даже иронизирует, что спросите Путина, когда закончится война в Украине. Да. Тогда получается, что вроде как бы повода для встречи между Трампом и Зеленским пока что нет, да? Я не говорю, что нету причины для встречи, но весь мир хочет сейчас встретиться с Трампом, да? Да. И я понимаю, почему в первую очередь Трамп считает, что ему нужно поговорить с Путиным, и встретиться с Путиным. Безусловно, есть смысл для встречи с Зеленским, но опять, имея в виду, что есть ограничения на время нового президента, я понимаю, почему он хотел бы сначала с Путиным.
Опять, дело не в том, что у них будет встреча, дело в том, какая политика у Трампа, когда они встретятся. Вот раз мы уже заговорили о первых встречах и то, что весь мир жаждет встречи с американским президентом новоизбранным, сам Трамп говорит о том, что его первый визит иностранный может состояться в Саудовскую Аравию. Это тоже важно для нас, потому что накануне в Давосе, выступая точнее, он... собственно говоря, мало ли не обвинил Саудовскую Аравию в том, что ранее не были понижены цены на нефть, и это позволяет Путину вот уже 3 года вести свою полномасштабную агрессию против Украины. Но в то же время сейчас Reuters пишет о том, что после как раз призывов Трампа Саудовская Аравия и ОПЕК+, по сути, не отреагировали на это, потому что была встреча между саудитами, министрами ключевыми, и пока что нет никаких изменений в планах повышать добычу и, собственно говоря, снижать цены на нефть. Как вы считываете этот сигнал? И в конечном итоге, получится ли у Трампа договориться с саудитами и обвалить цены на нефть? Конечно, я не могу сказать точно, что будет. Но Трамп, это хорошо, поговорим с саудитами до того, как он заявлял о том, что он хочет, чтобы они повысили продукцию нефти. Да? И кажется, что Трамп уговорил руководителя Саудовской Аравии инвестировать много в Америке. И он так и заявил. Я заметил, как вы, что пока Риад не решил произвести еще нефть. Но я думаю, что вы хоть немножко знакомы с Трампом. Он не человек, который просит раз и потом забывает о том, что он попросил. И, наверное, он продолжает работать, чтобы Саудовская Аравия повысила опять продукцию нефти. Также мы сейчас видим новости о том, что Индия и Китай, по сути, останавливают закупки российской нефти в связи с последними санкциями. Да. Ожидаете ли вы вот в этом направлении тоже более ожесточенной политики Трампа? И получится ли, по сути, остановить торговлю энергоресурсами в целом между Китаем и Индией? Потому что это как раз два самые большие, по сути, две страны, которые продолжают подпитывать российскую экономику и продолжать агрессию России против Украины. Нужно давать настоящий кредит Байдену за эту меру. И нужно давать тоже кредит Трампу, чтобы следить за политикой Байдена и, может, даже укрепить эту меру. И это хорошо для Америки, это хорошо для Украины, хорошо для мира. И, конечно, Китай настоящий помощник России в своей агрессии. И Индия тоже, я не сказал, поддерживает, но хоть стоит на стороне, пока Россия ведет эту агрессию. Но то, что они боятся, опасаются, эту меру, это хорошо. Для нас, для вас. Также сейчас все следят за возможными договоренностями США и Китая в контексте российско-украинской войны. Да. Как вы считаете, насколько может быть полезным здесь действительно Китай? И сможет ли Трамп, по сути, убедить Китай не поддерживать в дальнейшем российскую агрессию и принудить, собственно говоря, Россию закончить войну и к мирным переговорам? Команда Трампа сейчас начинает говорить об этом, чтобы они считают, кажется, они решили обратиться к Китаю, искать их помощь, прекращение российской агрессии. Но я помню, когда команда Байдена также обратилась к Китаю, ничего не получилось. Я не думаю, что подход Бейжинга изменяется. Потому что они не хотят, что Путин
получает поражение в Украине. Для них это лучше, если он станет победителем в своей агрессии. Но команда Трамп должна сама понимать это, так же, как команда Байден сама понимала после того, как они старались, без, конечно, успехов. Еще хочу немножко обратиться к внутренней политике, ну, точнее, к назначениям, которые мы уже увидели. И хочу у вас спросить ваше мнение по поводу как раз команды Трампа, которая формируется. Мы увидели, во-первых, назначение Сенатом Марко Рубио, который в контексте нашей тематики заявил, что окончание войны в Украине будет официальной политикой Соединенных Штатов. Назначение министра обороны Пита Хексета, который говорит о том, что мы понимаем, кто здесь агрессоры, кто здесь хорошие парни, и войну в Украине нужно заканчивать. Буквально вчера Сенат утвердил министра финансов, который говорит о как раз ужесточении санкций против России, и что это тот инструмент, который позволит тоже закончить российско-украинскую войну, и это будет приоритет Соединенных Штатов. Но также есть и, например, будущая или потенциальная руководительница национальных разведок, которая известна своей дружбой с диктаторами, как с Асадом, так и с Путиным. И она распространяла разного рода российскую пропаганду даже здесь, в Соединенных Штатах. Собственно говоря, когда вы оцениваете формирование команды Трампа, какие у вас ожидания? Все руководители американских учреждений, которые смотрят на внешнюю политику, на американскую безопасность, говорят то, что нужно. Я имею в виду Рубио, Хексет и Уолтс. Госпожа Габбард, она получила назначение на разведческую роль, да? И она пока не говорит в том же духе. И вы правы о том, как она выступала в прошлом. Но, поскольку я знаю, по этим вопросам она в последние, я не знаю, 3, 4, 5, 6 месяцев молчала. Но интересно, что она раскритиковала сильные меры, которые президент, когда он был президентом первый раз, предпринял против Ирана и Сирии. Это интересно. Но все-таки Трамп назначил ее на тот пост. Но мы не знаем, во-первых, не знаем, станет ли она этой главой. Но я думаю, что она не будет вести политику, которая противоречит подходу президента в отношении России и Украины. То есть мы понимаем, что Трамп сейчас в команду себе подбирает исключительно лояльных людей, которые будут только следовать его политике. Да, Джей Ди Венс тоже говорил много, которые, на мой взгляд, не соответствуют американским национальным интересам по поводу Украины и России. Но тоже, поскольку я знаю, более или менее молчал в последние месяцы. А вот Илон Маск, еще про него хочу спросить, потому что это очень противоречивая фигура, особенно для нас, для украинцев, учитывая, что он поддерживает ультраправые и пророссийские партии в Европе, и не только, мы все помним разного штиба его высказывания. Также сейчас вот уже есть информация о том, что глава администрации Трампа отказала Илону Маску в предоставлении офиса в Белом доме в западной части возле, собственно говоря, непосредственно самого Дональда Трампа. Вы говорите, что он получил добровольно и не получил? Не получил. То я не знал. Интересно, окей. Да, он не получил офис рядом с Дональдом Трампом, и, собственно говоря, руководительница аппарата Трампа заявила, что она не позволит самостоятельной игры, и мы понимаем
подоплеку многие оппозиционные, скажем так, и телеканалы, и, наверное, политики, эксперты здесь в Соединенных Штатах называют Маска, шутя, президентом Маском. Это не может не нравиться Дональду Трампу. Как вы считаете, какое будущее этих двух политиков, я имею в виду Трампа и Маска, и что сможет реально реализовать Маск в американской политике? Мы не знаем об отношениях между ними, да? Мы слышим слухи, многие спекулируют, но мы просто не знаем. Мы знаем, что Трамп гениальный бизнесмен. Мы знаем, что он никакой эксперт по международным делам. Маск, вы имеете в виду? Маск, да. Мы знаем, что как многие очень эффективные бизнесмены, не только бизнесмены, он считает себя экспертом по многим вопросам. Это все естественно. Пока мы не видим влияния Маска на внешнюю политику Трампа. Может быть, будет, но пока мы не видим. И последний вопрос. Такер Карлсон, извините, который известен в Украине интервью с российским диктатором. Такер Карлсон, который известен в Украине интервью с российским диктатором Путиным. Здесь он известен как бывший ведущий Fox News, которого выгнали на фоне юридических трудностей телеканала из-за его некорректных высказываний и неточных в эфире. Сейчас он говорит о том, что якобы администрация Байдена и непосредственно Энтони Блинкен планировали убить российского диктатора Владимира Путина. Что это вообще за высказывание? Это какие-то сигналы, не сигналы? И стоит ли вообще это воспринимать серьезно? Как? На мой взгляд, просто нельзя считаться, или не считаться, ссылаться или опираться на Карлсона для настоящей информации. Просто он имеет свою точку зрения, и он передвигает эту точку зрения в каждый момент. И вся так называемая информация, которую он передает, это в пользу своей точки зрения. А здесь, в американском обществе, он все еще как воспринимается? Есть, я не знаю. Может быть 10, может быть 20, может быть чуть больше, чем 20% американцев обращают внимание на Карлсона. Но гораздо больше считают его человек, который опять не передает достоверную информацию. И я слышу, что у него есть доступ к президенту. И мы знаем предпочитание Карлсона по поводу российской агрессии в Украине. И пока мы не видим влияния подхода Карлсона на президента Трампа. Я знаю, что вынуждены вас уже отпускать. Спасибо вам большое за это интервью и спасибо за ваше время. До побачення.